Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в позициях SOTES FTC и как это будет оказывать влияние на движение в котировках доллара, нефти, золота, серебра, рубля, евро на предстоящей неделе. Так, давайте откроем данные, что касается для начала число активных буровых установок Baker Hughes. Оно практически не изменилось, несмотря на высокие цены на нефть. Мы с вами знаем, что в Техасе Сноугеддон, там все замерзло, замерзли вышки, замерзли трубы, и поэтому количество буровых установок превращаться никак не может в таких тяжелых климатических условиях. Сейчас, конечно, уже начинает все оттаивать. Наверное, с климатом вопрос в ближайшее время будет решен. Но здесь надо четко понимать, что оттаять-то оно оттаяло, но какой урон, какие повреждения морозы нанесли инфраструктуре и добыче, это в ближайшее время может оказывать определенную поддержку для цен на нефть, на газ. И как только они там все устранят, то цена на нефть может ощутимо просесть. Плюс у нас появился иранский фактор. Ведутся переговоры о том, чтобы Ирану дать послабление. Если такие переговоры начнут уже давать какой-то позитивный результат, прогнозы о том, что Иран будет наращивать поставки нефти в обозримом будущем, это тоже может вызвать серьезный коррекционный откат в ценах на нефть. Так, алюминий. По алюминию спекулянты не делают ставку на рост алюминия. С моей точки зрения, ощутимый рост цен на алюминий пойдет, как только начнутся сигналы по поводу восстановления авиаперелетов. До того, пока таких сигналов не будет, любой рост в алюминии он может в любой момент прерваться, с моей субъективной точки зрения. По меди здесь у нас идет рост. Рост этот связан с двумя факторами. С тем, что появилась надежда на то, что мировая экономика в лице Китая и Соединенных Штатов восстанавливается, с одной стороны. С другой стороны, восстановление современной экономики – это рост зеленой промышленности, зеленой энергетики, которая в еще большей степени, чем традиционная, завязана на меди. И поэтому мы видим по меди ралли. Плюс, условно говоря, напечатанные деньги ищут всевозможные щелочки, куда запарковаться и что еще можно надуть. Так, далее, нефть. По нефти здесь спекулянты, они не увеличили, не снизили существенно. Здесь ожидание консолидации, я думаю, на предстоящую неделю мы по нефти увидим боковик. То есть будет решаться ситуация, нефть будет думать, в какую сторону ей наиболее целесообразно сейчас пойти. Обращаю внимание, что это тысячи позиций, в данном случае у спекулянтов лонговые позиции 514,7 тысяч. Так, далее золото. По золоту ожидание, что будет продолжение коррекционного отката. По золоту там не совсем, скажем так, простая сейчас ситуация сложилась. Есть сильный уровень, который 1767-1766. Если он пробивается и там начинается консолидация, то вполне в ближайшее время можем увидеть движение на 1700. Почему по золоту происходит такое движение? Во-первых, наверное, Ротшильды договорились. Но это шутка, конечно. На самом деле здесь, смотрите, пока еще такой, скажем так, обозначенной угрозы инфляции стремительной ее нету. Да, пошел рост цен, но в то же время на текущий момент есть, скажем так, активы, которые более выгодно надуть. Когда уже начнется глобальный страх перед растущими ценами и инфляцией, тогда мы можем увидеть очень сильный отскок в золоте. Но на текущий момент пока с инфляцией ситуация вроде бы ужас, но не совсем ужас. И поэтому по золоту мы видим коррекционный откат, который сейчас и получили. То есть здесь снижение рисков в системе с одной стороны, с другой стороны недостаточный страх перед растущей инфляцией. Но здесь надо четко понимать, как только с инфляцией ситуация начнет накаляться, золото оно может очень быстро вырасти, просто в момент. Так, далее NASDAQ. По NASDAQ идет небольшое снижение лонгов. Небольшое, где-то на 20%. Но с другой стороны, я думаю,
в текущих реалиях это больше походит на то, что будет консолидация, проторговка на достигнутых значениях. Опять же, здесь никакие резкие движения на данный момент, на предстоящую неделю не просматриваются. Так, а вот по природному газу ожидают продолжение роста цен на газ. Я думаю, это связано с перебоями в добыче. По S&P продолжают наращивать шорты, нон-коммерсы, но здесь, я думаю, не будет на предстоящей неделе никакого обвала. Может быть, небольшой откат коррекционный произойдет. Но мы видим, что большинство инструментов указывают на то, что на предстоящей неделе будет консолидация по большинству активов. То есть ничего здесь пока серьезного не всплывает. Так, далее серебро. По серебру даже небольшой рост заложили, в отличие от золота. Но здесь надо понимать, что серебро, по сути, это что-то среднее в текущих реалиях между золотом Safe Haven и медью, который обозначает экономический и промышленный рост. Потому что новая экономика, она предъявляет более высокий спрос на серебро, чем традиционная. Вот, и поэтому серебро здесь находится, конечно, в более выигрышной ситуации, чем золото. Даже если просто арифметически смотреть, по золоту ожидают снижение, по меди ожидают рост, по серебру что-то среднее, промежуточное, небольшой рост. Так, далее, канадский доллар. Здесь лонги снизили. Вот, но снижение пока не такое большое, но здесь видите, какая ситуация. Все, что происходит по нефти, оно, я думаю, будет оказывать на Канаду очень существенное давление на ее восстановление. Потому что это ситуация с американским нефтепроводом, который замораживают. И в целом экономика Канады, она очень серьезно завязана на нефть. А поскольку добыча сократилась и американцы будут делать упор на своих отечественных производителей, то Канаде как-то придется менять структуру экономики. Так, далее японская иена. По японской иене здесь ставка на рост японской иены против доллара. И далее то, что касается рубля. По рублю немножко нарастили шортов, но текущее изменение позиции, с моей точки зрения, оно вообще не показательно никаким боком. Для того, чтобы можно было судить о том, что вот это изменение, оно как-то повлияет на динамику рубля на предстоящую неделю, должно быть более сильное, более размашистое движение. Пока такого не происходит, я думаю, этому все можно просто справочно сквозь пальцы смотреть и особо всерьез не воспринимать. Так, ну и далее евро. Но смотрите, по евро тоже боковик. Общая тенденция сейчас на рынке конец зимы. Нормально встретить весну и дальше уже отпустить вожжи на всю котлету. То есть здесь тоже все в пределах 140 тысяч. Особых изменений нету. Будем консолидироваться по евро-доллару. И, соответственно, я думаю, эта неделя, она, если никаких черных лебедей не появится, будет достаточно спокойной. Так, друзья, ну вот еще давайте из другого источника взглянем по британскому фунту. По британскому фунту спекулянты делают ставку на рост британского фунта против доллара. Так, далее индекс доллара. Так, по индексу доллара спекулянты увеличили количество шортов, то есть ожидают снижения индекса доллара. Но здесь надо посмотреть позиции по другим валютам, как они коррелируют с долларом. По евро движения не ожидают, хотя индекс доллара это евро-доллар где-то на 50%. Но, в общем-то, спекулянты делают ставку, то, что на предстоящей неделе будет расти к доллару иена и британский фунт. Вот. А евро, скорее всего, пробудет в боковике. Но индекс доллара указывает на то, что ожидание того, что доллар будет ослабляться, но скорее всего здесь движение будет в рамках консолидации, и особого снижения доллара мы на предстоящей неделе не увидим. Обращаю внимание, что текущая картина, какие движения я предполагаю по индексу доллара, я снимал отдельное видео, оно актуально, вот, и я вот в этом фрагменте сейчас здесь ставлю ссылочку, если кому интересно, можете открыть и посмотреть это видео. Там я раскладку по индексу доллара, анализ делал 2 недели назад. С моей точки зрения, оно еще актуально. Так, далее биткоин. Но по биткоину спекулянты увеличивают шорты.
На мой взгляд, здесь это связано с тем, что, наверное, тут просто кто-то хеджирует позиции по криптовалюте. Так, друзья, далее позиции Force MMVB. Давайте посмотрим. Обращаю внимание, что SOT с FTC они работают на протяжении недели, либо, по крайней мере, первой половины. А то, что связано с позициями Force, оно отыгрывается либо в течение предстоящего дня, либо в начале предстоящего дня. Так, ну вот по РТС здесь данные приведены по факту закрытия 19-го. Данных по результатам субботы нету. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что, наверное, на эти данные лучше сейчас не ориентироваться. Вот, поскольку здесь могут какие-то раскорреляции быть неведомые. И поэтому давайте мы сейчас рассматривать не будем то, что касается позиций Force MMVB. А тогда в понедельник с утра, то есть завтра, посмотрим, будет или не будет ясность с этими значениями. Если я буду четко понимать динамику изменений, их обоснованность и корректность, я тогда непременно свою точку зрения, свое видение и по РТС, и по отдельным акциям, и по другим инструментам, которые есть, вам расскажу, все покажу и поясню. Все, друзья, спасибо за внимание, хорошего продолжения выходных. Завтра торговый день. До свидания.